Слава Украине, привет всем от Полонского. Продолжает, знаете, напряженность расти на границе Индии и Пакистана. А вы что подумали? Да, так вот, один из индийских министров, а это официальное лицо, как бы как ни крути, заявил, что Пакистан будет разделен на 4 части до конца этого года. Где-то мы такие заявления уже слышали. Помните карту, как Медведчук и его Шобла рисовали карту разделения Украины, только там было на 3 части, помните, да? Вот, регионалы и все вот эти вот вещи. Помним хорошо. Вот сейчас в Индии используют этот же трюк в отношении Пакистана. Я не испытываю какой-то особой любви к Пакистану или не любви к Индии, или наоборот как-то. Просто как-то хочется сказать, что все это из области, знаете, нагнать ужаса, но не больше. Конечно, никто никакой Пакистан не разделит ни на какие части, тем паче, что ядерная держава. И сегодня было заявление от пакистанских властей о том, что в случае реальной угрозы существованию страны они явно применят ядерное оружие, которое у них есть, они это не скрывают. Вот поэтому, конечно, ничего этого не произойдет, но просто вот сама по себе такая постановка вопроса, конечно, нагловатая, да, скажем так. Ну, надо просто иметь это, как говорится, в виду, потому что, вот видите, на Москве там тоже делят нас на сколько-то частей. Сказать честно, мы их тоже делим. Где-то в уме, да, каждый из нас уже прикинул, что неплохо бы, чтобы Россия там расползлась клаптиков на 40, а лучше на 140, да. Вот, ну, такое дело. Так что, в принципе, это не надо принимать во внимание. Хотя, конечно, напряженность там серьезная. Сегодня были перестрелки. Дело доходило до артиллерийских дуэлей. Пойдет ли дело дальше? Вряд ли. Все равно договорятся. Постреляют, попортят друг другу и всему миру нервы и договорятся. Так что такое. Но, тем не менее, да, это очень серьезный момент. Две гигантские страны с гигантским населением, с ядерным оружием, и та, и другая. Тут, как говорится, шутки очень плохие. Ну и куда же без Трампа, друзья мои. Без Трампа, знаете, жизнь вообще неинтересна. Он, когда просыпается, это, знаете, неиссякаемый источник глупостей, которые несутся просто во все стороны. И журналисты балдеют, знаете, пережевывая вот очередную порцию какого-то там очередного маразма. Итак, Трамп сегодня, я не знаю, хорошо проснулся, там, хорошо ли он спал, нехорошо спал. Это мне неизвестно. Но в своей соцсети, как это там, Truth Social, он написал очередной пасквиль про Канаду. Ну а про кого же еще? Мы уже как бы забыли, что Трамп хочет Канаду, а Канада ни хрена не хочет Трампа. Но, тем не менее, он сегодня, значит, уже припендюрил новый, значит, пост, большой довольно таки, о том, что Канаде нужно стать 51-м штатом. Ну, опять вот эта вся лабуда понеслась. Канаде нужно стать 51-м штатом, потому что у них нет безопасности. С хренов ли у них нет безопасности, когда уровень преступности в Канаде там на голову ниже, чем в США. Тем не менее, нет в Канаде безопасности, и все не так, и налоги высокие, и то хреново, и это хреново. Правда, ни один канадец в США почему-то не хочет. Ну вот Трамп хочет и все. Короче, я рассказывал им, как там это все будет хорошо. Становитесь нашим 51-м штатом. А то мы не хотим вас субсидировать на 300 миллиардов долларов. 300 миллиардов долларов это такая заезженная пластинка. Нам она кое-что напоминает. Да? Правда, сначала было 500 миллиардов, уже вспомните. А? Потом 300, потом не 300, а 100. А сейчас уже вообще ни хрена. А завтра будет 700, а послезавтра вообще ни хрена. И, короче, ребята, тут, как говорится... Тут искать, знаете, рациональное зерно, наверное, не приходится, потому что, тут вообще ничего не приходится искать. Это же Трамп, да, тут такое. Но интересно, что сегодня очень красиво Трампу ответил нынешний премьер канадский и, возможно, будущий Карни, который сегодня в Канаде выборы, не хочу вмешиваться, не хочу говорить, кто там выиграет, там основные претенденты это республиканцы, говорю, консерваторы и либералы. Вот. И надо сказать, что Трамп очень сильно подсобил либералам, которых он, в общем-то, ненавидел. Вот Трюдо, которого он постоянно оскорблял. И Трюдо ушел в результате. Не из-за того, что Трамп его оскорблял, а как раз это додавало рейтинга. Из-за того, что личный рейтинг Трюдо был невысок, и он как бы оставил возможность, простор своей партии
победить без него на выборах. Что с некой долей вероятности, наверное, таки и случится. Не знаю. Вот. Но если либералы таки выиграют, то вот это давление Трампа абсолютно нерациональное, я бы сказал, сумасшедшее в отношении Канады, оно и поможет им выиграть. Потому что, ну вот, как говорится, тут просто Трамп своей антирекламой либералов создал им лучшую рекламу. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому поможет выиграть, как говорится, тем своим врагам. Надо сказать, что консерваторы относятся к Трампу точно так же, как либералы. Ну, я слушал, что там говорят они. Ничего. Скажем так, разницы во взглядах на идеи Трампа присоединить Канаду к США между либералами и между консерваторами не существует. Вот, поэтому тут такое. Да, так вот, интересно, этот вот нынешний премьер, возможно, будущий премьер Карни, он ответил, он ответил ведущему одного из канадских телешоу там по поводу того, вот, что ты будешь делать, если Трамп тебе звонит и вот так вот заявляет, нахрапом, да, остановить 51-м штатом, и в таком плане, ну, а что ты, мол, скинешь американские облигации, скажешь ему, что ты скинешь американские облигации? А надо сказать, что Карни, он же работник Центробанка канадского, он очень хорошо вот в материале этих всех дел, что касается банковского дела. Вот, и он так улыбнулся. Ну, кто знает, может, и скажу такое. Да, для Штатов это страшно нежелательная картина, потому что Канада держит очень много американских ценных бумаг. И сброс, такой массовый сброс в случае вот нарастания напряжения между США и Канадой таких бумаг может отразиться и на судьбе Соединенных Штатов, и на судьбе доллара. Да, там уже, вы же видите, там в Калифорнии сейчас такие вот непонятные слухи ходят, что собирают голоса для референдума о выходе из США. Это абсолютно немыслимая вещь ранее, да, но вот Трамп дохозяйничался и до этого, что люди, которые вообще не рассматривали, в голове такого не укладывалось, что Калифорния будет когда-то, в принципе, даже рассматривать этот вопрос нет. Вот. Но, тем не менее, я не думаю в результате, что, конечно, что этому делу будет дан ход. Ну, если Трамп, конечно, не будет дальше уже косить такие вещи, от которых просто волосы дыбом на голове. Вот. Но все равно не верится, что Калифорния будет что-то подобное делать. Ну, посмотрим еще. Вот. Но в любом случае Трамп доводит ситуацию другой раз до такого абсурда, что самые абсурдные сценарии становятся, к сожалению, реальностью. Вот. Ну, так что ни одна Индия с Пакистаном вот ерундой занимаются.